Качай. Отлично. Что, есть? Угу. Отлично. Идет? Или он да идет, но что-то очень тяжело, или он с чем-то идет, блин. С бревном. Да похоже на то, блядь. Пересекся? Угу. Вдоль тащи. Я ведь не пойму, где, как он пересекся. Видишь, смеркается, не видно. Лески вообще. На сама больше похожа. Да? Ага. Карп вниз давит обычно. Не, он стоит. Привет, друзья! Вот так начинается сегодняшнее видео. Я нахожусь на соревнованиях. И сейчас мой напарник сзади тащит. Не тащит, да? Распускает. Вот. А я подсачиваю. Вот. У нас уже есть пару рыбок. К нам идут на взвешивание. И вот как раз поклевочка. Вон как раз пятно идет. И мы ждем. Сейчас буду вытаскивать. Так что, дружище, смотри видео от и до конца. Не знаю, что из этого получится. Выиграем, проиграем или где мы будем. Но это мой личный опыт. И опыт нашей команды. Поэтому я и вам его показываю как есть. Ну что, в ожидании поклевки. Сход. Бля. Поклевка. Не знаю, как держал, ни слабинки, ничего же не было. Или крючок лоб. Ребят, ну у нас ход. Бывает. Мы справимся. Итак, друзья, я приехал не один. Знакомый Павел, мой напарник. Вот. Он, как Всем говорится, привет. он, как говорится, попросился, говорит, хотел бы личный опыт получить, такой хороший, мощный. Но я ему сказал, да, вот личный опыт лучше на соревнованиях получать. Я и сам-то его больше нарабатываю, как раз вот именно, когда ловлю на соревнованиях. А ты первый раз сюда поехал. Что, Да. какие ожидания? Ожидания. Ну, я думаю, первое место. Слушай, В команде и в личке. то есть ты не учитываешь то, что количество команд здесь более профессиональные, которые постоянно участвуют из года в год. То есть сразу первое место. Мы будем стараться. Я понял. У нас все получится. Ребят, да, ну самое главное, вот как все спортсмены говорят, это задел. То есть хотелось бы первое место. Вот те, кто едет целиться на первое место, они, наверное, добиваются. Все правильно. Вот, а мы будем стараться. Это точно. Давай, за дело. Целый день я вот выйду, он так и плавился. Голенький. Товарищи судьи, если недалеко уехали по 17-го сектора. 6 килограмм 720 грамм. Так. Что, первый пошел? Ну да. Что, задний глиссер включил? Что? Ага. Вы... Перевешивал, да. Ноль. Четыре. 4 килограмм 510 грамм. Ну что, вечерняя взвесивание закончилась. Сейчас перезакидываемся. Там, где у нас был сход, надо будет посмотреть, как что, и туда же поставить. Видать, тяжелая рыба туда подходит. Хотим половить тяжелую рыбу ночью, поэтому сейчас будем работать над этой точкой. Сектор номер 16.
6 килограмм 720 грамм. Карп 4 килограмма 510 грамм. Сектор 16, взвешивание закончено. Ребят, вытащили только что вот этого поросенка. Не знаю, больше никак не могу сказать. Походу, дела это Big Fish мой. Я таких карпов не каждый день ловлю. Смотрите, ну просто он огромный. Метр в длину. Павел пытается. Засечка вообще хорошая. Хорошая? Блядь. Ну да, не сошел бы. Угу, без вариантов. И маленький пупапик 10 миллиметров. Ё-моё. Вон, я вижу его. Пупап это. Да. Слушайте, вот это ряха. Вот это ночная зеркаша просто нереальная. Держать его хотя бы. Такой монстр. Ух ты. Вот такой. Я, ребят, его прям с напрягом держу. Слушайте, ну завтра взвесим, сфоткаемся. Днем уже с таким. Ну, это наш Big Fish, наверное, турнира. Ну, надеюсь, что укрупнится, конечно же, как всегда. Ну, прям это просто что-то с чем-то. Да, рыб, Блин, классный. Ребята, у нас еще одна поклевка. Извиняюсь, заснять не успел. Смотрите, какой красавец. Весь карповый мат занимает. Ну, метр длины точно в нем. Просто бомбический. Что, нормально засекся? Пока не вижу. Пока не видишь? Смотри, осторожнее, а то укусается, у него там клыки. А, блин, он вон аж. Да, в нем метр. Вторая такая же бомбическая рыба. Вот как был предыдущий, только там зеркальная, а это чешуйчатый. Все круто. Сейчас в этого карповый, в карповый мешок и до утра фоткаться. Блин, классная рыба. $3 800. Так, 3 800. Опускай в ту сторону, да. Нули. 20 есть. Это, закрой лямки на сумке, закрывай. $14 200. Поднимать-то ты его будешь? Ну, скользкий. Красавец. Торпедоносец. Угу. Называется утренний заряд. Качни Или не 14 200. Я как только вот так вертикально привожу, он начинает сразу плыть. А ты Личняк. такой ночной гость, да? Все. Ох и кабан. Приятный кабан. Это точно. Давай. Какой красавец. Товарищ, осина, не зря назвали это. Что же? Вот они, биги. Ну, тоже нормально. Ну да. 4700. 4700. Из короткий, наверное, пузатый. Блин. Толстопуз. 4700, да? Маленький, но 4700. Короткий. Это тоже хороший. Ну да. Зеркаша. Голенький.
Наверное, поменьше было. Поменьше, да. Оп-оп. Ну, на килограмм. Расстегнул молнию сразу. Нормальный тоже. 13510. Нормально. Давай. Качни на всякий случай. Зеркаша красивее. Все-таки. Крайний был, да? Все. Да. Сектор 16. Карп 3800. Карп 14200. Карп 4700. Карп 13510. Сектор 16. 4 рыбы. Накрой, выпрыгни. Да я держу, куда он денется. Красивый. Ага. Такой зеркаша красавец. Классный. Да. Лямки. Лямки. Ух ты, красавец. Пошел. Первым подбежал. Павел, бери. Ага. Не карп? Нет. А что, Лещ. плотва? Что-то есть точно. Давай. Тащи. О. Ага, он самый. Сопливый. Давай солить, что ли. Судим, да, посудим в конце соревнования. Подгоним на засолку. Судьи будут рады, я думаю, к пиву. Ты как лещ берешь поджавы? Блять, я его сюда, он сюда. Это как так? Я его сюда, он туда. Поплыл, что ли? Вот такой. Вот такой сон. Классно. Я сегодня на Воронежском балансовом турнире по спортивной ловле карпа выехал на соревнования. И кто меня не знает, я Привалов Илья, и вы на моем канале Рыбалка с Ильей Приваловым. Сейчас уже прошли 2 суток, последние сутки остались соревнования. Итак, в этом году я потихонечку начал соревноваться. Интересен этот процесс стал, потому что именно на соревнованиях ты набираешься максимально опыта. Думаешь, где карп, как он ходит, откуда идет, и пытаешься максимально выжать из твоего сектора рыбу. Это азартно, интересно. Кому интересно, смотри видео до конца, не переключайся. Смотрите, ребят, по жеребьевке нам достался сектор 16. И сейчас вы его увидели полностью. Если получается, мы стоим в полной грядке в середине. Где-то получается от 6 сектора до 25. Вот где-то в середине в общей грядке мы и стоим. И сектора там есть 4, 3, 2, 1. С той стороны это уже плотина.
Вот, у нас как кличка, так и командное соревнование. Наши напарники по команде стоят в 3-м секторе на плотине. Вот, прошло 2 суток, я насколько видел вообще, как там расклад, на первых местах идет 4-й сектор, плотин хорошо ловит, и 25-й это конец. Ну, остальные за ними тянутся, подлавливают и работают с секторами. Ну, 4-й сектор хорошо ловит по одной простой причине, что 5-го сектора вообще нету. А он убран, и получается до 6-го сектора там большое поле. Ну, и ребята молодцы, хорошо работают. Ну, а 25-й сектор это крайний, соответственно, тоже ребята хорошо ловят, и у них все получается. Главное поставить рыбу на точку. У нас получается в середина и проходная. Рыба идет в усынок, рыба идет в конец или к плотине. То есть у нас туда-сюда мы подлавливаем проходную рыбу. Получается. Так что как ловим, на что ловим, это будет далее видео. Восемь 680. 808. Итак, ребята, это вот это шелтер, в котором мы все готовим. И сейчас готовимся к очередному перезабрасыванию, перезакидыванию, все остальное. И сделали все, как начинали в первый день. Так мы продолжаем ловить на то же самое. Из насадок вот ближнюю дистанцию кормим вот на таких больших стиках. Очень хорошо сейчас работает почему-то банан Скопикс. Вот болик, банан Скопикс. До 70 метров хорошо летят вот такие стики. И ну, никаких отрывов или еще что-то такого проблем не возникает. Вот. А у нас несколько дистанций. Это 55-60 метров. В общем, и та точка, которая нам хорошо давала, это 180-112. Большую рыбу всю ночь. Вот. Туда летят такие маленькие стики по сантиметру, по 1,5. Ну, там до 2. Закидывать уже тяжело. Руки болят. Мозоль натерли. В общем, 3-й сутки это как-то тяжеловато. Тяжеловато реально. Вот. Перезакид делаем через каждые 2 часа. Ночью и днем. А по прикормке сейчас покажу. Ведро мы настругали. Вот прикормка. Для того, чтобы избежать мелочи. Вот, у нас нету зерновых. Мы на них не кормим. Хотя взяли. Взяли на всякий случай, чтобы было. Вот. Бойлы резанные 20-ки. Бойлы 15-е. Вот. Не резанные. Пелец. Это сколько? 8-10. У меня пелец вот 6 мм. А это 10 миллиметровый пелец. Все заливаем. Ликвиды, аминокислоты. Намутили вот так. Сейчас отклипсовались с напарником. Кормим 2 точки основных. Одну чуть-чуть подкармливаем. Будем по 2-3 спомба закидывать и перезакидываться. Ну и кормиться. Вот. У нас немного корма. Вот этот корм, что я показал, вот это ведерко фоксовское небольшое, это нам на день, потому что нельзя здесь перекармливать рыбу. И примерно столько же это мы в ночь закинем. Это стартовый закорм будет для ночи. Все, бойлы у нас закончились. Остались зерновые. Но зерновые мы еще не применяли. Нет смысла. Зерновые принесут более мелкую, мне кажется, рыбу. Вот. По крючкам 4 и 2. Потому что рыба здесь большая. Засекать ее нужно хорошо. И самый лучший поводковый материал, который сейчас вот для меня пошел, это вот жесткий поводковый ПВ-продукт. Такой 25 ЛБ 20 метров. Вид написал. В общем, такая змея зеленая. У него очень жесткая оплетка. Мне очень нравится. Что-то напоминает. Отводит он. Он не мягкий, отводит как флюрик. И его тоже выпрямлять нужно на чайнике. Классно. Это я для себя вот недавно открыл. Мне очень понравилось. 10 мм поп-ап ловит. Желтенький. Что-нибудь желтенькое. На вроде банан Скопикса. Ну что, пойдем. Сейчас прикормимся и перезакинем все удилища.
полетела. Ага. Это какая? 54 у нас дистанция. О, 50, 60 дистанция, да? Да. Сейчас 60 дистанция кормишь. Хорошо. Хоть заснять, как профессионалы закидывают. Напарник меня кормит ближней дистанции, я самую дальнюю. Но я все дистанции не кормлю, у меня уже рука отваливается от этого. Отлично. Да. Все нормально, я ее закинул. А, все. Вот это вытаскивай последний. Клипсу. Да. И отметить. Ребят, мы постоянно перезакидываемся и очень часто по 4 удилища, чтобы не клипсовать. Вот, пермоментный маркер и сантиметров 40. Я им каждый раз отмечаю. Установили дистанцию. Вот на этой не было еще установленной дистанции на Черчина. То замучаетесь как раз бегать и клипсоваться. Нарисованный маркер никуда не убежит с лески. Это он не двигается. Это не резинка, которая там для маркерения. Нарисовал и все, она держится. Со временем он смывается, этот маркер. Вот, видите, что свежий есть, все можно ставить. Так, это уже дальний, да? Да. О, хорошо. Прямо в клипсу. То, что перезакидывать надо, в клипс идет, это прям радует. Обязательно проверяем. Вот у меня большой самый косяк, я вот могу поставить, например, не включить из-за запыхавшись. И вот напарник за мной проверяет, я за ним, не включен. Ага. Вот. О чем мы говорили. Да-да-да. Потому что была поклевка одна, вот прям при мне фрикцион распутал, она забыли просто включить. Надо друг друга контролировать в этом вопросе. Ребята, у природы нет плохой погоды, но гроза, молния и дождь нам запретили выходить. Ну, это логично, всегда так. То есть, пока молния и гром идет, то есть запрещено выходить кроходом, даже если будет поклевка. Так что ждем, когда пройдет. Сейчас 2 часа дождь шквальный. Надеюсь, погода кардинально изменится. Либо рыбка двинется по всему пруду, либо она уйдет как-нибудь из конца в середину. Ну, мы хотим в середине ловить, у нас не получается. Либо как-то двинется она на плотине. Ну, в общем, ждем, какие будут вообще варианты, неизвестно. Но вот как есть. Показываю вам шквальный дождь.
Ветер чуть подутих, но ветки поломало, покосило некоторые деревья. Вон у меня на машину, на капот опустилась ветка, я сейчас отгонял. Град пошел, был град чуть, то есть у нас на досках лежали льдинки прям. Все, в общем, катаклизмы в эту рыбалку. Я давно на такой рыбалке не был. Ребята, у нас половодье. Сейчас покажу, как дорога течет. Кошмар какой-то. Оттуда поле, вот оттуда течет вся вода. Блин, а нам что, выезжать завтра отсюда? Я не знаю. Надеюсь, все будет нормально. Дождь шквальный прошел, он часа полтора и все. Вначале ветер сильный, потом всех повалил. И вот мы вроде бы нам перевернул родпод, удочки все на камыш покидал, мы их выпутали. Сейчас вот ждали, пока команды все включатся. Вот как раз они все дали старт. В общем, как только все команды готовы были к старту, дали старт. Мы сейчас вот закинули все, поставили удилище и сейчас идем закармливаться. Потому что при таком шквальном ветре, который он был, у нас реально родпод поваляли, кто колот шатры там сорвало на дамбе, еще что-то такое. То есть, ну, реально этот дождь смыл весь корм с наших точек, поэтому здесь нужно обновляться сейчас по корму. Сейчас быстро закармливаемся, пока новый дождь не пошел. Далеко. А что, ты не хочешь кидать? Да я не дострельну. Да ладно, ты парень здоровый, крепкий, что? Получится. Когда-нибудь, да. Да, можно посильнее кидать. Как быстро погода сменилась вообще. А солнце вышло. Ну, учти, еще будет дождь через 2 часа. Поэтому Главное, чтобы без такого сейчас ветра. надо прикормиться быстрее. Ну да. Ага. Пока. Что, правда едет? Да, ну, пики идут. Подсекай, бля. Думаешь? Да. Или ты будешь ждать? Дерни. Есть? Ну, что-то есть, но, наверное, не так. Хотя начал давить. Ну вот. Подсеки его посильнее. Есть? Я не пойму. Тащи, тащи. То есть, то, по-моему, нет. Он, наверное, за что-то это, зацеп был. Или из ила выдергивал. -то. Не, наверное, все-таки из ила выходил. Нет ничего, да? Угу. Ну давай клипсу тогда. Клипсу все. Ребят, ну,
Промежуточные итоги. Я сразу извиняюсь, что мало таких кадров, где там природа, там вываживание и все остальное. Для нас главный рыба, поэтому мы сейчас больше взвешивания показывал. Вот. Сейчас вот третьи сутки пошли. Смотрите, по итогам. Первые сутки мы классно стартанули. Для нас мы вышли в лички и в командном за первые сутки на протокол на 3-е место. С утра там люди поздравляли и, как вот говорится, клазили. Блин, ну у нас на 2-е сутки мы выловили сама, кадры об этом будут. И вот, мне кажется, мы первыми закормились, привлекли нормально рыбу, и к нам на точку все-таки пришел сом и начал гонять нашу рыбу. И у нас как отшептало. Вот, в общем, на 2-е сутки мы закончили на 6-м месте, как в командном, так и в личке. И начали соседние сектора ловить. Мы даже вот, ну, все пробовали, не понимали, что происходит. Ну, может быть, вот как раз выловленный сом и подтвердил нашу версию, что он первым пришел на наш корм, первый встал из всех секторов и начал гоняться. Ну, такое бывает. Сама прогнать просто трудно, ну, невозможно, пока он сам не уйдет. Ну, возможно, и мы что-то не доработали. Мы опять отмаркерились, опять поставили точки, но мы, когда при маркерировании, подтвердили старые точки. И стали с дистанциями играться, это нам сильно ничего преимущества не дало. Вот. Ну и на 3-е сутки мы уже с утра встали, и у нас получается, что мы сместились еще по рейтингу. Там уже 8-е или 9-е место пошло. Потому что включились другие сектора. Включили сначала те сектора и здесь посерединке. А потом начали ловить как раз 11-й сектор, 7-й сектор, 8-й сектор. Там еще какие-то сектора. Там вот мы 16, 17, 18 секторов отлично ребят стали ловить. Молодцы. То есть у них, если мы вот так стартанули, то они нарабатывали и вот так шли постепенно вперед. Ну, наверное, лучшая тактика, это, наверное, когда вы нарабатываете рыбу и идете стабильно вперед, у вас стабильные поклевки. Ну, это опыт, мы будем учиться. О, 2 килограмма. Да, 2,020. 2,020. Нормально, нормально. Казалось, Да. меньше. Давай. Опа. О, 2,910. 2,910. крайний. Ага. Нам нужно еще пару червонцев. Сектор 16. Карп 9 килограмм 90 грамм. Карп 2 килограмма 20 грамм. Карп 2 килограмма 910 грамм. 16 сектор 3 рыбы. Итак, ребят, прошло утреннее взвешивание. Правда, 3 суток в таком режиме очень тяжело дались. Вот, и усталость и физическая, и вот там вот руку разбил полностью здесь вот при забросах. Потому что все дальние точки были мои по кормежке, закидыванию и все остальное. Вот. Где-то мы сместились вчера 9-е место. 16 команд. Сейчас вот ждем, что будет по итогам утреннего взвешивания. Но сейчас только пошло. Буквально 4 сектора взвесили, объявили. Будем ждать, смотреть, что получается. Ну, хотелось бы хотя бы в 8, в 8-ку, там в 5-ку войти. Но это уже сложно, потому что наши сектора, они не самые лучшие по рыбе, которые есть более уловистые, можно так сказать. Традиционно. Судьи, финиш. Начинаем выматывание снастей. Все, ребят, Мы принято. Финишировали. финиш наш. Сектор Павел, 25 ну как ты? финишировали. Вообще, Принято. Как, да? в первый раз здесь. Вообще отлично. То есть, Первый Да, матч пожалуйста, начали сначала хорошо, они выматываются, а потом самое. подсдулись. Дальше собираются. ну, я тоже не знаю, ну, мы же сама вытащили, мне кажется, из-за Алексей этого. Кузьмин. На точку Сом подошел. Алексей зашел. Кузьмин. Ребят, все, мы сейчас сматываемся. Работали, Не забудь старались, там, ребят, забрать все, то, что что могли, я просил. делали, что в наших силах. В принципе, в ритме 2 часа это просто невыносимо. Опять алкоголь? Ну да, 3 суток.
Для рыбы. Давай выматывать. Блин, ну 2 часа, то есть получается мы полчаса перезакидываемся, а потом 1,5 спим максимум. Еще поводки готовить. Поводки, поэтому все это вместе, это просто выматывает. Ребят, я думаю, что мы где-то на 8-9 месте, так примерно и остались. В личку. Да, в личке. И где-то 6-е место, наверное, командное. Ну, это мои прогнозы. Более точно, какое место заняли, я в описании видео тогда напишу. Вот. Я рад за тех, кто победил, потому что ребята реально старались, реально работали. Сектора, ну, если там 25-й, наверное, 4-й будут в личке в призовых местах, кто-то из них делит. Но 4-й, это, конечно, уникальность, потому что на последних соревнованиях именно на плотине рыбы не было. Это вот ребята прям вот реально работали, пахали, работали. Реально круто все. Вот. Ну и в принципе тоже в хвосте тоже немного было по соревнованиям последним на рыбы. Ну, молодцы. Победители, как говорится, не сует. Можно за них только порадоваться. Ну а для меня это вот когда Павла на областных соревнованиях я первый раз был. В общем, всем, кому понравилось, извините, что мало съемок, больше взвешивания, мало промежуточных съемок, потому что были заняты. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, делитесь этим видео. Всем до новых встреч, не хвоста, не шеи. Правильно? Приглашаем. Заняла команда Воронеж-3. Небольсин, Небольсин, Вакштейн, Ващенко, Ващенко. Приглашаю. Ну, красавцы, одно слово. Как я не пытался их снять с соревнования, не получилось. Барсуков, Барсукова, Минаков, Беляев. Приглашаю. Спасибо. 3-е место. В тяжелейшей борьбе. Приятно было смотреть эту борьбу. Вообще приятно было смотреть на эту пару. Реально приятно. Вот. Не уходил бы из сектора, просто жил бы там. Вот. Но отказали вчера еще с вечера и в кофе, и в чае, и вообще во всем отказали. И в стуле отказали, с утра вообще во всем отказали. Сказали, нам некогда, блядь. Вот. Кстати, главному судье сказали, некогда. Ну, я запомнил. Это пара команды Воронеж-7, Барсуков и Барсукова. Приглашаем. Клиенты. Первого, я люблю говорить, от первого места оторвались там на 5 килограмм, на 2 килограмма. А тут, когда смотришь и говоришь, а 2-е место и 3-е место, первый просто всех сделал. Ну ладно, 2-е место. Небольсин, Вакштейн. Приглашаются. 4-й сектор. Молодцы. Чуть-чуть свалились в один вверх, не пожалели жрачки. Только одни белые. Фотку. На меня, пожалуйста. И чемпионы Воронежской области, то есть первая командная и первая личная. Парни без разрядов. И меня не волнует, у меня написано без разрядов. У меня протокол безразрядные. Безразрядные. Вот. Сделали всех. Минаков Максим Юрьевич, Беляев Денис Михайлович. Фото на память. Фото.